that's step 2. Step 3 is assessment. Это был шаг 2. Теперь шаг 3. So assessment is the next step. Диагностика. And that can be very extensive with many psychological tests and other things. Этот шаг может включать в себя обширную работу, множество тестов, диагностических техник. And in some cases, we would even refer out to a psychologist or someone else to conduct a whole array of tests. Иногда мы можем перенаправлять человека к другому специалисту, к другому психологу, для того, чтобы этот человек прошел через ответил на вопросы большого количества тестов, целой батареи тестов. But most of us don't have the resources to be able to do that. Но большинство из нас нету ресурсов для того, чтобы делать это. And what I would like to do is to try to help assess a person in about 3 areas of psychological life or relationships. Что я стараюсь делать? Я стараюсь оценивать состояние человека, самого человека по 3 сферам. It would be a very brief assessment. Это очень краткая диагностика. I would ask about 3 areas of life. Я задаю 3 сферы, вопросы о 3 сферах жизни. Friendship, о дружбе, work, о работе and their romantic relationship. И его романтических отношениях. Those 3 will tell a lot about a person's functioning. Эти 3 сферы могут многое рассказать о функционировании человека. And we can talk more about those later. И мы об этом поговорим немножко позже. But very often, it's the work part that is in many ways, often the most significant. Но очень часто та часть, которая связана с работой, она наиболее важная. And I'll be talking more about these 3 areas later on anyway. И я поговорю больше об этих 3 сферах позже. Step 4 Шаг 4 is what we call reorientation. То, что мы называем переориентация. And this is where the person begins to see their life in a different way than they saw it when they first came in. Это когда человек начинает рассматривать свою жизнь в другом ключе в сравнении с тем, как он ее рассматривал до того, как он пришел к вам. Often they've achieved some hope. Часто человек может обрести больше надежды. They've learned more of the courage that they have. Больше смелости. And the problem may have been nearly solved or very close to it. И проблема, возможно, на этом этапе уже будет практически решена, или человек очень близко приблизился к решению проблемы. And if we have a good therapeutic relationship, the therapist will be able to ask the client if they see things, how they see things now. И если у нас есть хорошие терапевтические отношения с клиентом, то терапевт задает клиенту вопрос о том, как клиент видит ситуацию сейчас. And very often they'll be able to agree with one another that the next step, which is step 5, is that the problem is solved or very close to solved. И очень часто человек может согласиться, что проблема уже решена или практически решена. Or sometimes we'll simply say, well, it's not the problem I thought it was. И часто на этом этапе человек может сказать, оказывается, что суть проблемы не такая, как я думал. То есть, возможно, это уже возникает новое понимание проблемы или другой проблемы. Шаг 5 – решение проблемы. То, о чем мы только что говорили. And then number 6. И номер 6. And then finally it's termination. Завершение. Where we decide together that our work is done. Когда мы вместе принимаем решение о том, что наша работа уже завершена. And often we'll prepare a person for termination. И часто мы готовим человека к завершению работы. There are times, however, when a therapist needs to terminate with a client. Но бывают ситуации, когда сам терапевт нуждается в том, чтобы завершить работу с клиентом. You may be moving to another city. Возможно, вам нужно переезжать в другой город. Or you may be getting another job. Или, может быть, вы переходите на другую Or работу. may be other reasons why you won't be able to meet with the therapist. Или, может быть, другие причины, по которым у вас нет больше возможности встречаться с клиентом. Or we simply, better yet, we're saying the client is saying that their work is finished and they don't need your help any longer. Или, в лучшем случае, клиент говорит, что работа завершена, и он больше не нуждается в вашей помощи. Now the steps that I just gave you about therapy. Вопрос? Можете еще раз сказать, в
В чем разница между переориентацией и решением проблем? Could you please tell the difference between step 4 orientation and step 5 problem solution? Okay. One time. Sure. Step 4 reorientation Шаг 4 реориентация really involves the inner perception of the person's life. включает в себя установление представления о внутреннем представлении человека, о его восприятии жизни, его собственной жизни. It may involve that the person is now doing something that they didn't used to be doing. Это может включать в себя то, что человек начинает на этом этапе делать что-то, что он не делал ранее. They may have made one of those small changes in their life that's now making their life better. Возможно, он внедрил некоторые из позитивных каких-то шагов, позитивных изменений в своей жизни, которые способствуют тому, что его жизнь более конструктивно складывается. And it may have more to do really with a pattern of behavior, for instance. И этот шаг связан, к примеру, с каким-то поведенческим паттерном. And the problem solution really has to do with more of an outward issue that's happening, particularly, let's say, in a relationship. И решение на этом этапе может быть связано с какими-то внешними изменениями, внешними решениями, так сказать, например, в каких-то вопросах, связанных с отношениями. For instance, my employer no longer gets angry with me. К примеру, мой начальник больше не сердится на меня. Does that make sense? Понятно? Okay. Now, I just gave you a list of 6 steps in therapy. Я дал вам перечень 6 шагов в терапии. But for me, it often doesn't happen this way. Но в случае моей работы все происходит не всегда именно так. Here's how it happens often for me. Вот как это часто происходит в случае, когда я работаю. I'll get a call on the telephone. Вначале я получаю звонок по телефону. And I normally don't do telephone therapy. I see people in the office. Обычно я не провожу терапию по телефону, я встречаюсь с ними в офисе. But the person will call on the telephone and we'll have some opportunity to talk on the phone, and they begin to talk about their problem and to get some help with it. Человек получает звонок по телефону, он начинает говорить о своих проблемах, и он получает помощь в этой сфере. Then we'll have an initial session. Потом есть первичная сессия. And then we'll go through steps 1 and 2 and perhaps 3. И during the initial session. Right. И часто на первичной сессии мы уже проходим шаг 1-3 и иногда часть 4-го шага. And sometimes number 4, where they begin to see things a little differently. И начиная с шага номер 4, человек начинает уже по-другому видеть свою ситуацию, воспринимать ее по-другому. And then often the sessions begin to taper off. Taper off, or they gradually begin to come less and less. They begin to come for therapy less frequently. И что происходит дальше? Человек, интенсивность работы может снижаться, человек, например, может реже уже приходить на терапию. And really not very many of my clients have decided, I think I'm finished. И в реальности не так много из моих клиентов сами приходили к такому осознанию, озвучивали его. Я думаю, что я уже закончил работу. And sometimes it's a case of me wanting to do more for them than they really want. И часто у меня в реальности я хочу сделать больше для клиента, чем клиент готов, и хочет получить от меня. Let me talk a little bit about the area of spiritual assessment, if it's okay. Давайте я поговорю о духовной диагностике или духовной оценке, если. So the whole question of spiritual assessment is I suppose kind of vague. Следующий вопрос, связанный с духовной оценкой, он такой достаточно туманный. One of the things I believe about therapy is that we're involving the things that people believe. We're dealing with the things that people believe. В терапии мы работаем с убеждениями клиента. And sometimes those things that people believe are going to change in therapy.
И часто то, во что люди верят, может меняться в процессе терапии. But as a pastor, I'm also working with things that people believe. Но как пастырь я также работаю с тем, во что люди верят. And I think sometimes a counselor thinks that it's their job to change everything that the client believes in the areas of God and the Bible and Jesus or salvation. И часто как консультанты мы думаем, что суть нашей работы в том числе заключается в том, чтобы менять убеждения клиента о Библии, что он думает о Библии, о спасении и других духовных вопросах. But for those things, they should probably go back to their pastor or to their church or their parents or someone else who really understands the let's say the church culture that they come from. Does that make sense? Но в этих сферах очень важно, чтобы клиенты все-таки обращались к их пастырям, к их родителям, туда, откуда они происходят, к их церковной культуре, к их церковной среде. And I think sometimes counselors think that their church is not very healthy for them. И часто, иногда консультанты могут думать, что церковь, откуда пришел клиент, не очень здоровая, не очень полезная для него. Right. But I think it's dangerous for us as counselors to begin to, I guess I said meddle, but that makes sense with meddle. Get too involved in the theology of their church. Но я считаю, что для консультанта опасно вовлекаться в какие-то конфронтации и выяснения с клиентом о том, правильна ли идеология его церкви. Yeah, and sometimes pastors get a little bit upset with us counselors for talking about some of those things. И часто пастыри очень расстраиваются из-за того, что делают консультанты, когда консультанты вовлекаются в подобного рода взаимодействие с клиентом. And I think we have to be very careful because when we're talking about people's beliefs in God, we're talking about people's beliefs about everything. И нам нужно быть очень бережными, потому что когда мы говорим с людьми о их убеждениях и о том, что они верят, как они воспринимают Бога, мы тогда, по сути дела, мы работаем с убеждениями людей по поводу всего, их восприятиями всего мира. So we have to be sensitive and we have to be careful. И нам нужно быть очень бережными, очень чуткими. On the other hand, counselors deal with what a person believes. А с другой стороны, консультанты сталкиваются, работают с тем, во что верят клиенты. That's especially one of the things that happens in cognitive behavioral therapy. Это то, что происходит, к примеру, в когнитивно-поведенческой терапии. We're helping a person change their beliefs. Мы стремимся помочь человеку изменить его убеждения. Let me just talk about the spiritual assessment again. Давайте еще поговорим о духовной диагностике дальше. Often secular psychology or people who don't know God Часто светские психологи или люди, которые не знают Бога, have really neglected the spiritual assessment of a person in understanding their problems. пренебрегают важностью так называемой духовной диагностики клиента, как бы суть результата этой духовной диагностики для понимания проблемы клиента, то есть пренебрегается это светскими психологами. And that may be because they don't understand much about the Bible or about spiritual things. И это может связано быть с тем, что эти люди не понимают важность Библии или других духовных вопросов. They may only believe in the things that they can see and touch and Они могут верить только в то, что они могут наблюдать своими собственными глазами, и то, что они могут потрогать. Well, so why would an atheist want to be worried about spiritual assessment? А почему же атеист может, например, озадачиваться вопросом духовной диагностики? Well, an atheist should worry about it because their client believes those things. Ну, атеисту вообще-то нужно беспокоиться по этому поводу, поскольку клиент его может верить в определенные вещи. In this case, it's what the client believes that's important, not what the therapist believes that's important. И в этом случае важно не то, во что верит терапевт, а то, во что верит клиент. The therapist is not the person in therapy, the client is. Не терапевт проходит терапию, а клиент обратился за терапией. So sometimes I think from secular, and this is one of the reasons I think why Christians have difficulty in trusting secular psychology. И это одна из причин, почему христианам часто сложно доверять светским психологам и вообще светской психологии. Is because they've neglected
to be sensitive and respectful to the spiritual side of people. Поскольку светская психология, светские психологи пренебрегают важностью духовной сферы. And I think most of our clients appreciate that we're concerned about spiritual things. Большинство клиентов ценят, когда мы проявляем внимание к их убеждениям, связанным с духовной сферой жизни. And a lot of clients that I've run into are very thankful that they can find a therapist who's sensitive to spiritual things. И большинство клиентов, с которыми я сталкиваюсь, большинство из них проявляют благодарность за то, что я чуткий к их духовным убеждениям. And I've noticed that many of the non-believing colleagues that I have, И я заметил, что многие неверующие коллеги, которые у меня есть, often recognize that this is a special skill and a special ability that Christian counselors have. часто признают, что это особый навык и особая способность, которая есть именно у христианских консультантов. So let me just ask a few of the spiritual assessment questions that we might ask. И разрешите мне представить вам несколько вопросов, которые мы можем задавать в рамках так называемой духовной диагностики. So you could put maybe some of these questions on an intake form or something else, or in an initial interview. Вы можете включить эти вопросы в вашу форму, если у вас есть какая-то специальная форма для первичного вопроса, или включить ее в протокол вашего первичного интервью. So we could ask a person if they want to talk about religion. Мы можем спросить у человека, хочет ли он говорить о религии, Or about God, или о Боге, or about spiritual things. или о духовных вопросах. We could ask them if what's your church background? Мы можем спросить у человека, из какой церкви он происходит. And this is where your knowledge of different churches, denominations, practices, different ways that people practice their religion can be helpful. И это ситуация, когда ваше понимание различных церквей, деноминаций, различных способов, с помощью которых люди практикуют свою веру, в этих всех случаях ваши знания в подобных сферах могут быть полезны. You can ask the person if they hear voices or see visions. Вы можете задавать человеку вопрос о том, слышит ли он голоса, бывает ли у него видение. And of course, as a spiritual person, you can accept that. Sometimes the secular counselor will think the person is just psychotic. Вы, как духовный человек, можете принять, когда вы слышите что-то подобное. При этом светский психолог часто будет рассматривать такого человека как человека с психотическими симптомами. What do you think about the Bible? We'll ask. Вы можете спросить, что вы думаете о Библии? Was your family religious? Спросить, была ли ваша семья религиозной? What did your parents' religion mean to you? What does it mean to you now? Что религия ваших родителей значила для вас ранее? Что сейчас вы об этом думаете? And this is often a question that I'll ask almost everyone. И вот вопрос, который я задаю практически всем. Excuse me, 3 questions. 3 вопроса, которые я задаю всем. Where do I come from? Откуда я происхожу? Why am I here? Почему я здесь? And where am I going? Извините, первый вопрос, where do I come from, лучше перевести, как я вообще, откуда я возник, то есть как я появился на свет. Второй вопрос, почему я здесь? И третий вопрос, куда я иду, куда я направляюсь. And you'll notice that these 3 questions are not necessarily spiritual questions. И вы понимаете, что эти 3 вопроса не всегда являются в полном смысле слова духовными вопросами. These are the kind of questions that an atheist can answer. Это вопросы, на которые может ответить и атеист. But these can give you an idea of what people think about larger things than just the life here on earth. Но это дает вам представление о том, что думают люди о большем, о том, что является за пределами того, что происходит на земле. They really talk about the meaning of life questions. What's the meaning of life? И эти вопросы дают представление о понимании человеком смысла жизни, значения жизни. And we might ask a person, is there a problem of a religious nature? Мы можем задать человеку, есть ли у него проблема религиозного характера.
Or we might ask, do you have trouble with people at your church or trouble with your pastor? Мы можем задать человеку вопрос, есть ли у него проблемы с людьми в церкви или с его пастырем. Oh, and this is a very common one. Is your problem related to your relationship with God? И также очень распространенный вопрос, а связаны ли ваши проблемы с вашими отношениями с Богом?